Наверное, многие из вас уже видели пилотный эпизод так называемого цифрового цирка или в оригинале Digital Circus от Glitch Production, которые создали дронов-убийц. В этом видео я не буду рассказывать свои теории или историю создания данного проекта, так как за меня это уже сделали, и не раз. А повторяться я не особо люблю, так что я просто выскажу свое мнение насчет этого мультсериала. У него пока что только один пилотный эпизод, но я уже могу много что похвалить. Начнем по порядку. Анимации выполнены на довольно высоком уровне. Плавные и аккуратные движения героев. Видно, что была проделана колоссальная работа над анимацией. Также стиль мультсериала тоже довольно хороший и простой для глаза, но в техническом плане это довольно сложно. Атмосфера тоже на хорошем уровне, как будто это старая игра из начала нулевых. Озвучка на высшем уровне. Видно, как авторы старались над персонажами, подбирая голос под характер. Ведь если сравнить оригинальную и русскую локализацию, то вы не особо заметите разницу в голосах, если не считать язык, на котором говорят персонажи. Только сравните. Kane, is this one of your NPCs or is this a new sucker? Because if it's a new character, we're gonna have to redo this whole theme song. I'm not doing that again. Эйн, это одна из твоих NPC или новая лохушка? Потому что если это новый персонаж, то нам придется переделать всю заставку. Я это повторять не буду. Сразу видно, авторы не жалели бюджет для перевода на русский и другие языки. Во время просмотра цифрового цирка я решил посмотреть в настройках другие варианты аудиодорожек на других языках, а там вариантов немало. Сюжет хоть и простой, но прописан хорошо. Вот вкратце. В мир попадает новая жертва ловушки, которая не понимает, где находится и не может вспомнить свое имя. Ей дают имя, которое звучит как «помни». Дать глагол как имя персонажу? Это что-то новенькое. По ходу действия она понимает, что она не одна здесь ищет выход, но попытки найти выход всегда оказываются безуспешными, и это считается даже чем-то невозможным. Конечно, я обсудил мультсериал поверхностно, но как по мне, у него есть огромное будущее. Чего только стоит одна статистика, которая растет быстрее дрожжей, если еще не считать огромную фанбазу, которая появилась чуть ли не сразу после появления сериала, и которая может привлечь и заинтересовать новых фанатов. Сам сериал может стать огромным брендом для Glitch Production. Надеюсь, на него они не забьют. Всем в пакет.